Так, подождите. Мы пока не открываем бутылки, не наполняем фужеры, не потому что мы с Александром не пьем, а потому что нам сначала нужно подвести, конечно же, итоги года. Достойно, так сказать, проводить 2020 год. Кроме того, что подведем итоги, мы еще подарим часы и кучу разных других штук. Тут классные часы для вас. Как их получить, вы узнаете позднее. Я забыл представиться. Конечно же, вы уже, наверное, знаете, что меня зовут Артем Тагиров, Хроноскоп ТВ. И с нами сегодня супер удача наша, просто как будто бы не 2020. С нами Александр Александрович Ветров, главный редактор журнала «Часы», Армен Дурен, последний из печатных журналов, не так ли? Да, в России, ну как минимум в России, а может быть и в мире, кто знает, когда выйдет это видео. Вот. Но в любом случае, я больше 10 лет занимаюсь профессиональными часами, Александр больше 20 лет. Где-то около 20, наверное. Короче говоря, некоторые зрители Хроноскоп ТВ еще были, например, в школе или зачаты, да. Александр уже изучал, как это устроено. Мы сейчас про анкер, про узел. Увлекался Франком Мюллером прям вот не по-детски. Как обычно происходят различные вот эти все часовые премии и так далее? Они происходят, ну, будем честны, скучно. То есть выбираются какие-то рубрики, там, не знаю, хронограф года, там еще что-то, одно, другое, третье. Гран-при жюри де Женев все знают. Ну, например, да. Некоторые призеры вызывают у нас, конечно же, вопросы. Но с вами есть самое объективное, самое лучшее, самое некоррумпированная, да, премия часов. Да, часов будет 25. Сразу говорю, рейтинг составлялся следующим образом. Мы нашим творческим коллективом собрали самые лучшие часы, которые были представлены в этом году. Нам главное, так сказать, охватить все самое такое крем де ля крем, или как это? Крем де ля крем. Пардон, my friend. И когда мы посмотрели на этот список, то уже из этого логично выходили определенные номинации. Там, может быть, там спортивные часы года, может быть, еще какие-то часы года. И потом на этот список своим суровым взглядом посмотрел Александр Александрович Ветров. И некоторых решительно вычеркнул. Мы не вправе с ним спорить, да. Некоторых добавил. Вот, мы это еще раз все обсудили, подискутировали. В общем, вот, делали это специально до того, как съесть бургер, чтобы Александр был как-то позлее, посерьезнее, да. Чтобы Александр был бескомпромиссен. Ну, мы, кстати, тоже делали это достаточно бескомпромиссно. Поэтому заварите себе чай, кофе, устраивайтесь поудобнее. Я думаю, что будет очень-очень интересно. Итак, начинаем. Хроноскоп ТВ. Лучшие часы 2020 года. Начнем с кастома года. Как бы странно это ни звучало. Дебютюн Maestro Dreamwatch 5. Всем посучил. Ну, поверим Александру, что звучит так. Это, конечно же, шикарные часы на тему День мертвых, или как называется, праздник. Да, День мертвых мексиканский. Известная мексиканская история. Вот часов на эту тему было, ну, не знаю, тысячи. Если, ну, может быть, сотни точно было, но это, мне кажется, за все время, наверное, одни из самых интересных часов на эту тему. Вот, ну, назовем это кастом года. Сами по себе часы были выпущены достаточно давно. Ну, Dreamwatch это как бы, да, у них такая платформа, где они экспериментируют с писуниками разными. Каждый раз как бы в новом исполнении. Был самый известный, наверное, метеоритный был корпус, да, такой синенький. Очень симпатичные часы, но это все уникальные экземпляры, да. И в этом году вот они сделали такой уникальный экземпляр, посвященный Дню мертвых. Я даже не видел, честно говоря, ритейл, но там за миллион, уверен, я знаю, далеко он пошел. Друзья, действительно, милота года, не знаю, как еще это назвать. Две скандинавские легенды, две скандинавские гордости сошлись в одном проекте. Это Степан Сарпанева и персонаж Мумий-тролль. Получились очень милые часы, очень интересные. Раскроем магию, как это все устроено. Нескольких цветов люминофор на циферблате. Я думаю, что конкурентов, в общем-то, в этой категории милота не было у Сарпанева, потому что я даже не знаю, кого можно еще с ним рядом поставить. 3 серии он выпустил. По 25, по-моему, штук, да, каждая? 3 модели по 25, по-моему, там отличие только, там стрелки есть, синие, стальные и золотые, и какие-то еще незначительные элементы, они сразу же все были проданы. Кроме того, часы номинировались на Женевское гран-при, но нам Женевское гран-при не указ, мы Степан Сарпаневу и без всяких гран-при любим. Да, единственное, небольшой размер, на мой взгляд, 38 миллиметров, вот, но тем не менее, конечно, часы прекрасные, уникальные в своем роде. Молодец, Степан. Да. Ритейл был 6200 евро, и они были тут же все проданы, ну, что, собственно, и неудивительно.
этой категории, конечно же, побеждает Адемар Пиге. Про Адемар Пиге хочется сказать, что это, мне кажется, одна из тех марок, которая в любом рейтинге там, часов года, ну, как минимум, одни часы точно будут, а если уж так, скажем так, не ограничивать одной моделью, то будет там 3, 4, а то и 5 моделей. У Адемара в этом году было много очень крутых премьер, несмотря на то, что 2020 год такой непростой, тяжелый, и турбионы автоматические просто потрясающие, и код 1159, ну, там код разные вообще появлялись. хорошо, Да, очень крутая. Оказалось, что несмотря на мнение всяких умников в сети, очень крутая коллекция, в ней появляется много интересных моделей, и это все развивается. Потом там хронограф с турбионом, просто какой-то инфернальный вид, просто, не знаю, страшно даже, наверное, на руку примерять, потрясающие часы. Но, чтобы повыпендриваться, мы выделим особенно интересные часы под названием Remaster One. Хронограф 40-х годов, его переиздание, там стальной корпус, золотой безель, крутые эстетские классные часы. Не держал их в руках живьем, но видел много фотографий. Ну, по-моему, очень круто это смотрится. Ну, единственное, с неймингом они, конечно, не очень, как бы, бывает, попадают, потому что название, я считаю, неудачное для таких часов красивых. Да, могли бы что-нибудь такое поромантичнее, поизящнее придумать, но это, как бы, никоим образом не сказывается на сути самих часов. И чем больше их изучаешь, тем больше находишь каких-то интересных фишечек. Там, например, 45 отметка есть на малом циферблате, на накопителе хронографа, потому что глава Адемара очень любил футбол. Да, калибр 4409, такой отличный, часы такие очень эстетские, но и на каждый день прекрасно. Я вот видел японцы и там некоторые азиаты их дико скупили, ходят в них, получают удовольствие, вот, а нам даже в руки они не попались. Ну и как коллекционное изделие тоже оно очень хорошее, то есть это и для повседневного ношения, и как коллекционный экземпляр. Да, если интересно, ритейл у них 53 400 франков. Ну, примерно то же самое, то есть больше 50 тысяч долларов. Космически крутая марка, тоже из тех марок, которые каждый год что-то показывают, причем производит она часов очень-очень мало, моделей всегда премьер мало, но каждая премьера это просто такой вот супер выстрел, такой, даже если это не на космическую тему, то все равно часы, которые люди берут в руки и говорят: Макс, это космос. Это же, конечно же, Максимилиан Бюссер, МБНФ, Legacy Machine Thunderdome. То есть такой купол грома. Да. Чем хороши эти часы? Слушайте, ну видно вообще, что Макс как бы его прет от часов, да, и слава богу, эта его страсть не ослабевает с годами. Чем они хороши? Ну, это как бы плотно сотрудничество, можно отметить Карелу Тиланина и незабвенного Рика Кудре, который был автором в свое время «Живого турбиона» жижеровского. В последние годы он активно экспериментирует с многоосевыми турбионами, для разных брендов он их делает. И Рик Кудре — легенда, да, часостроения современного. И здесь у нас присутствует как бы трехосевой турбион на спуске Поттера. Сейчас скорость 8, 12, 20 секунд, если я не ошибаюсь. Фактически это самый быстрый трехосевой турбион сегодня. Но, конечно, очень впечатляющее зрелище, как работает эта вся машинка под стеклянным таким куполом, да, куполообразным стеклом. Ну и ценник тоже космический, 280 тысяч долларов, но как бы МБНФ соответствующие модели, 33 модели в платине, 10 специально для какого-то отдельного дилера, там причем... Для Hourglass, да? Да, для Hourglass Group, 10 моделей, отдельно из Тантала, да? Я думаю, что он будет продолжать еще выпускать, как обычно, да, в мини-серии этой модели. Браво, брависсимо. Переходим к следующей рубрике. Турбион года, наверное, такая достаточно стандартная, скажем так, рубрика, но куда же без нее, потому что турбионов даже в 2020 году выпускается немало, но хотелось отметить какую-то особенную модель, у которой, может быть, там не самый особенный турбион, но, скажем так, особенный амбианс и в целом какая-то модель такая вот непростая и запоминающаяся. В результате долгих споров победил Ришар Миль 2704, то есть это модель в честь Рафаэля Надаля, причем она в честь, не просто в честь Надаля, она еще в честь десятилетия с ним сотрудничества. Часы выглядят как, скажем так, как теннисная ракетка.
ну то есть не сам корпус причем, а циферблатное поле, да. на мостов натянуты такие микротросы, на которых уже держится турбион и все соответствующие детали. Интересен он тем, конечно, что как и другие модели в честь Надаля, Надаль в них играет. Мало того, то есть они выдерживают самые там сильные удары, и хотя турбион обычно он достаточно хрупкий. Деликатное, да, усложнение. Да, в данном случае ему все по плечу, и удары по мячу, и прыжки. А перегрузки огромные при ударе по мячу, ракеткой там реально моментальные очень большие перегрузки. И выглядит это все тоже очень-очень интересно, необычно, ну как обычно такой максимальный вау-фактор, как это бывает у Ришар Миля. Весят часы всего 30 грамм, они еще ультралегкие, то есть чем, ну тоже как бы такая дополнительная фишка. Одни из самых легких. Да, причем вот вместе с ремешком всего 30 грамм, всего 50 моделей. Мне кажется, надо было, кстати, выпускать их или 10, или 30, да, чтобы было как-то более так поиграть с чистыми. Но мы Ришару Милю, да, не указ, вот, мы просто вот восхищаемся, да. И ценник, кстати, тоже такой чемпионский, как и Рафа, примерно $1 миллион. Ну, он король маржи, известный, да, Ришар Миль. Единственное, что хочу дополнить, что чисто эстетически, на мой взгляд, да, они не очень красивые, да, но, безусловно, вот конструкторское решение, оно здесь, ну, на грани с гениальным. Сделать это красиво при этом было просто невозможно, потому что, ну, ракетка, она и ракетка, да, как бы турбион там сидит. Но это, наверное, еще вопрос вкуса, то есть кому-то, например, Опять же, да, конечно, вкусовщина. У него есть реально как бы красивые, очень удачные дизайнерские решения, да, но в данном случае я считаю, что вот с точки зрения дизайна они, ну, как бы не дотягивают. Ришар Миль, конечно же, марка, у которой можно было выбрать еще там 2, 3, 4, а то и больше моделей, то есть он в течение года нас там продолжал удивлять, но я думаю, что остановимся на вот этой вот самой такой вот, тем более, юбилейной модели. Но я думаю, что не было, наверное, еще ни одной часовой премии с таким названием, но тут на самом деле надо объяснить. Эту премию получает Джеки Дро, так не за какую-то конкретную модель. Совокупность. По совокупности моделей, которые мы видели, и так совокупности своей деятельности. Причем на очень высоком уровне это все происходит. То есть что мы видим? Есть циферблаты из оникса, перламутра, таких достаточно редких минералов. Но почему тогда мы не назвали короли минералов, да, чего такого? Дело Почему, в том, что но объяснение простое, то что и сами истории, которые обыгрываются в часах, зачастую как-то связаны с природой, с силой Земли. Конечно, исторические хронографы автомобильные в честь автогонок прошлых лет, их немало, но в этом году, я думаю, в этой номинации, ну вообще как бы одни из самых классных сейчас спортивных часов на рынке, это TAG Heuer Carrera Sport. Новые, на новом мануфактурном калибре, Heuer 02, 8 часов запас хода. Условно новым, да? Актуальном, да, на актуальном калибре. Хорошая цена, хорошее качество, классный дизайн, такие они бодрые. Они стали, мне, если честно, раньше Carrera вообще не очень нравилась. А вот эта новая Carrera, я ее даже успел поносить и получил от нее очень много удовольствия, классные часы. Для мануфактурного хронографа цена даже, скажем так, очень доступная и такая хорошая, демократичная. Вот, поэтому смело рекомендуем и награждаем TAG Heuer за как спортивные часы года. Очень конъюнктурный хронограф в хорошем смысле слова. Да, отличные часы. Минутный репетир года, ну, наверное, может быть, эта рубрика немножко в духе номинаций каких-то скучных, не знаю, европейцев, но хотелось выделить все-таки такое очень интересное усложнение, очень сложное усложнение. Да. С этим, я думаю, никто не поспорит. Вот, мы, к сожалению, не могли прослушать все новые минутные репетиры, как это раньше бывало, но в этом году, с точки зрения технической, с точки зрения эстетики, конечно же, очень круто выглядит и хочется наградить Armstrong резонанс
резонанс, минута репетир за вот эту вот его инфернальную внешнюю вот необычность и сложность. Да, ну и потом, опять же, резонансные часы, их не очень много на рынке. Можно сказать, даже очень мало. Мало часов, и, по-моему, не было вообще с минутным репетиром резонанса. По-моему, нет. Вот. А если были, то наверняка они выглядели не так вот необычно и круто. Вот. Поэтому Армин Стром, наш часовой Оскар, улетает к вам в этой номинации. Кварц года, сразу скажу, очень спорная рубрика. Были многочисленные споры вообще делать такую номинацию или нет, но мне кажется, она важна, потому что и на кварцевые часы надо обращать внимание, если они, конечно, стоят того, если это не просто вот часы как какая-то аксессуарная вещь, а как прибор, интересный инструмент, в чем есть душа. И я уверен, что Breitling Endurance Pro — это кварцевые часы с душой. Как бы это странно ни звучало. Потому что я, конечно же, за механику, но это классные часы, я держал их в руках, они есть уже у всех, ну или там у главных официальных дилеров в России, достаточно большие, но при этом, скажем так, не такие большие, как я ожидал, очень хорошо сидят на руке, материал Bright Light, размер 44 мм, они легкие, удобные, классные, ну и вообще, то есть там этот супер кварц с коском, с термокомпенсацией. Вот, поэтому такие супер хорошие спортивные часы, отличная такая классная кварцуха. Воздержусь от комментариев от дальнейших, да. Вот видите, у нас все по-честному, все без прикрас. Микробренд года. Меня часто спрашивают про различные микробренды, то есть присылают там, просят прокомментировать, покупать или не покупать на Kickstarter или где-то в Инстаграме. Часто появляются какие-то небольшие бренды. Я обычно к ним отношусь, если честно, негативно. Но большей частью, конечно, шлак. Большей частью это какой-то шлак, паразитирование на, скажем так, образах, которые нам всем известны и любимы. То есть это где-то это какой-то такой псевдо-панерай, где-то псевдо, там, не знаю, там Rolex или еще что-то. Вот. И обычно микробренд у меня по умолчанию уже всегда против. То есть берите просто нормальные часы, нормальные марки вместо каких-то вот неизвестных мутных людей. Но есть исключения. Их буквально там, ну, небольшое количество, но хочется выделить, хочется поддержать. Очень классный парень, которого зовут Лоран, не помню, как его зовут, но да, мы видели с ним в Женеве, и бренд называется L'Aventure. Очень круто, очень стильно он все это снимает, подает. Мне кажется, вот это еще тоже такая его отдельная заслуга. Это не просто сделать классные часы, а их так вот выгодно подать в хорошем цвете, то есть сформировать вокруг этого такую целую историю. Вот, у него красивые часы. Сначала были дайверы в стали, в бронзе. В этом году он выпустил часы с GMT, он сразу выпустил ограниченным количеством и по предзаказу, то есть часов еще не было, их раскупили буквально, я не помню, ну там типа за сутки, может быть. Вот, то есть люди раскупили часы от микробренда, часы, которые еще их вот не было физически, то есть их нельзя было не то что примерить, они вот только вот были на картинках, они еще в производстве, но я завидую тем людям, кто их оплатил, заказал и теперь ждет, и там много всяких деталюшек, то есть у него коробочка в виде книги, то есть вот, ну, классные часы. Конечно, он молодец большой, потому что, говоря об отсылках к великим маркам, можно найти сходство там, с тем же Наутилусом патековским, да, и с Роликсом отчасти. Я держал их в руках, сделано все настолько вкусно, что здесь, в общем-то, это все отходит на второй план, просто прекрасные часы, 42 мм, если не ошибаюсь, у него корпусной размер. Вот, на ремнях и на браслетах он делает, что важно, да, тоже для микробренда браслетные часы не так часто они встречаются. И он выпускает каждой модели по 50 штук. Все люди, без исключения, кому я показывал на картинках этот бренд, они все говорили, что вау. Не было ни одного негативного отзыва про L'Aventure, поэтому то есть невозможно поймать, это очень сложно сделать. На сайт, если зайдете, я не знаю, есть у него там или нет, то есть все предыдущие серии sold out. Сейчас у него причем все часы раскуплены, ждем его новых проектов. Мне показалось, что вот первые модели у него как раз вот такие, просто таким с ободком гладким, были, правда, похожи вот чем-то на Patek, и там вот, ну, как-то что-то там, немножко напоминали. Сапфировый безель вообще у них. С этими вот такими вот, ну, скажем так, ушами, да? С выступами, да. Торчали уши Patek в его микробренде, но не пошло абсолютно. Когда это уже стал больше как дайвер с таким безелем, то есть это очень круто выглядело и достаточно
самобытно, интересно и очень стильно. То есть вот у них вот есть какой-то вот внутренний такой супер вкус. Ну, я, конечно, этим парнем восхищаюсь, отправляю ему огоньки больше, чем девушкам вот, в Инстаграме. 50-летие в этом году отмечает и в честь этого выпускает переиздание «Хамильтон». Часы, которые мы все, конечно же, называем «Пульсар», хотя у них официальное название American Classic PCR чего-то там, но нам все равно, мы будем все равно называть их пульсарами, потому что пульсарами они назывались 50 лет назад. Вот это такие классные часы, тоже вот не механика, но как их не выделить, если они такие обаяшки? Диодные такие, да. Да, диодные часы, по-моему, это были первые часы с LED-экраном или что-то у них В общем, там еще может какие-то быть, были. в районе 70-х они появились первые. Да, то есть LED. это были, в общем, то есть такой был прорыв. Вот потом название они то ли у них японцы или выкупили, или как-то что-то, в общем, какая-то произошла история. Сейчас у них нет этого названия официально, они не могут писать, что это пульсары, но мы-то помним, что пульсар это пульсар. Классные часы, вот, кстати, продаются, тоже я держал их в руках. Интересный, да, такой размер, крутой браслет, абсолютно рекомендую. Не помню точно какая цена, но в районе, по-моему, $1000, по-моему, даже меньше. И от, скажем так, такого LED переходим к настоящему такому часовому порно, да? То есть, ну, есть такой термин, не пугайтесь, люди, которые скучные и не сидят в соцсетях, но это такой уже сложившийся... Исключительно позитивный. Да, это позитивный и хороший, на самом деле, термин, то есть это уже давно стало как даже не мем, а просто такая вот фраза, что watch porn, и мы все сразу понимаем, о чем речь, что это какая-то вот такая очень высокого уровня и механика, и отделка, и так далее. Ну, то есть то, что, например, делает Бюссер, то, что делают Урверк и другие наши любимые часовщики, но в данном случае мы, конечно же, хотим выделить марку под названием Фердинанд Берту. Тоже микробренд, кстати, если так говорить, да? По большому счету, только на уровне более высокого. Ну, здесь уже такой, конечно, очень условный микробренд, потому что все-таки это, то есть это микробренд, но занимается им Карл Фридрих Шойфеле. Да, то есть SEO Шапар. Ну, человек, да, который, в общем-то, отвечает за часовую составляющую холдинга Шапар. Серьезное отличие от микробренда, как вот мы называли, например, Левантюрова, но здесь и часы. Ну, по тиражам это микробренд, уровня. да, как бы совсем, но просто уровень другой. Вот, часы, в принципе, я думаю, что эти многие уже их отметили, как часы там года или часы там, ну, в какой-то номинации самые лучшие. Вот, ну, для нас, то есть это такое самое вот главное часовое порно этого года. Там два устройства постоянной силы, там и фузей, и колесно-пружинный стоит еще устройство постоянной силы. Я на самом деле не могу вспомнить других моделей, наверняка они есть, но сейчас вот в голове ничего не выпрыгивает. То есть часы, механизм с двумя устройствами постоянной силы, это, конечно, круто. Помимо того, что фузей выглядит еще очень красиво и эффектно. Вот. Единственное, что здесь хотелось бы увидеть воочию, потрогать часы, потому что достаточно массивные ушки у них, да? Они как-то, мне кажется, немножечко диссонируют с общим видом, но не сильно они влияют на дизайн часов. И если бы не Piaget, вот ультратонкие часы, я бы им отдал бы, конечно, золотую стрелку на ГПХГ. Но победила, я рад, да. что мы можем в рамках нашей премии выделить эти часы. Вот, и я надеюсь, что через какое-то время уже обнимемся с Карлом Фредерихом и вручим ему наш Оскар, нашу награду. Всего 10 штук, 210 тысяч франков их ритейл. Ну, соответственно, как бы уровень, то есть такая марка, такой уровень, мне кажется, все вполне логично. Еще одна номинация, в которой мы присуждаем не за конкретную модель, а по совокупности, это взлет года для нас, это ракета. Потому что это одна из немногих марок, кто в этом году перешел действительно на другой уровень. Черный квадрат Малевича, потом, ну скажем так, такой этот подводник, вот этот сабмаринер в честь подводной лодки. Да, еще интересно, вот модель «Русский код», где время идет против часовой стрелки. Ну, креативит они, вот. да. Но дело в том, что лет там 7 назад, наверное, или 6 назад, такой их было перезапуск. Часто даже симпатичные часы на картинке, берешь их в руки, но ощущение, что это что-то такое вот, ну,
ну, скажем так, китайское. недорогое. Вот. Сейчас уже этого нет. То есть вот это вот качество выделки, вот это вот уровень производства, он очень серьезно вырос, вот, и за это мы принуждаем как раз наш приз. Я думаю, что это произошло благодаря месье Эмшу. Вот, я с ним встречался в «Ракете год или даже 2, наверное, назад. Из последнего, конечно же, он возглавлял компанию Ромен Жером. До этого он уже названный нами Жаки Дро. Ну, можно сказать, что он вывел, да, как бы, да, то есть вывел совсем на другой уровень Жаки Дро. Марку реинкарнировал, восстановил и сделал ее тем, что она сейчас есть. Было очень много коллекций, вот, он все это дело расчистил. Коллекция осталась 3, то есть 3 таких основных направления, по которым они работают. То есть такие часы вот со всякими необычными вещами. X-Zero, по-моему, называют, что часы вот с нулем, различная механика, ну там вот Малевич и какие-то другие часы. И часы такие специальные, то есть там вот различные подводники, там моряки, авиаторы. И хорошо он так вот все это дело причесал, поднял по уровню, он им прямо честно сказал, вот тут у вас выглядит вот это круто, вот это не круто. И мы видим уже вот первые, скажем так, плоды всех этих трудов. Вот «Ракеты» молодцы, Эмш, спасибо тебе, поклон за участие. Вот. Ну и вообще вся команда «Ракеты» молодцы, и вам отправляется наш часовой «Оскар». Ну, ты забыл еще упомянуть, что «Ракета» — это, в принципе, мануфактура единственная, да, полноценная часовая российская. Да, кстати, очень важно. Причем они, кроме, кстати, вот этого взлета по качеству, еще хочется сказать, что взлет произошел еще по пиару, по маркетингу и прочему. То есть, например, у них появилась такая история, как они стали больше приглашать и коллекционеров, и клиентов, и просто людей там и в бутик, и на саму мануфактуру, скажем так, на производство, чтобы посмотреть, показать, доказать людям, что все это делается в Петергофе, что все это вот действительно производится там, как это производится. То есть они, ну, вот эта вот открытость мне нравится. И еще мне нравится то, что про них стали писать главные часовые там блоги, часовые издания мировые, то есть всякие монохромы, ходинки и прочее. Все модели, они тут же там появлялись, как только они выходили. И там, не знаю, чья это заслуга, там, Эмша, Дэвида или кого-то еще, но как бы это на самом деле очень круто, потому что без должного продвижения все равно марка не может существовать. И я очень рад, что на Западе много интереса, даже гораздо, наверное, больше интереса к часам «Ракета», чем у нас. Квадрат года. Ну, странная номинация, но я очень люблю квадратные часы. Вот, мне кажется, это очень такая интересная форма. И сам ношу разные квадратные часы. Но в этом году хочется выделить Bell & Ross, который как раз один из символов, мне кажется, такого квадратного часостроения. Они выпустили еще в том году коллекцию BR05. Вот, мне она как-то не зашла, не тронули струны моей души. А в этом году они в эту коллекцию добавили хрон. И вот тут уже все сошлось. Зачем нужен хронограф? А потому что без хронографа некоторые часы как-то вот выглядят, ну, как-то недостаточно круто. Вот, с хронографом очень, очень получилась крутая модель. Но он покрупнее просто, чем обычный трехстрелочник хронограф, поэтому он выглядит более как бы внушительно. Может быть, да, может быть, те часы выглядели слишком маленькими. Ну, по-моему, хронограф тоже по габаритам не такой большой, но уже все это выглядит органично. Вот, накопители на циферблате получились такие очень классные, сильные часы, классный браслет. На ремне тоже круто смотрится. Вот, поэтому продолжаем наблюдать за развитием этой коллекции. Bell & Ross большие молодцы, и от нас вам летит в Париж наш часовой «Оскар». Вечный календарь года. Тут, конечно, хочется выделить одного из главных производителей часов, мануфактуру. Она самая старая мануфактура из тех, которые никогда не прерывали ни на минуту, ни на день. Ну, говорят, что да. Свое производство. Даже бутик находится по тому же адресу, где находился самый первый бутик, первое ателье. Это Vacheron. Причем их вечный календарь в коллекции. Vacheron и Константин. Да. Обоих, да. Без Константина, как бы, что бы делал Vacheron без Константина, далеко бы он, скажем так, не уплыл.
Вот, Vacheron Константин, Оверсиз, Perpetual Calenda, Скелетон, очень красивые часы, причем получается, что это опять-таки спортивные часы, Оверсиз все-таки спортивная коллекция. Это также интегрированные, да, браслет. Да, опять-таки интегрированные, но там в комплекте сразу идет еще и ремешок, и каучук, вот, но при этом все равно, опять-таки, вот это вот такая вот очень актуальная история с интегрированным браслетом, интегрированные часы, которые, кстати, были интегрированными часами еще до того, как это стало мейнстримом, скажем так, вот, и по вечникам, и по всем, и по скелетонам Vacheron, скажем так, во всех этих категориях он такой, ну, чемпион и один из первых много-много лет. Они еще и читаемые? Да, они очень читаемые, они очень такие эстетские, очень-очень красивые, вот, потрясающие часы. То есть был до этого вечник не скелетоном, то есть это в этом плане не совсем новая модель, то есть он стал, скажем так, вечник стал скелетоном в этом году, то есть поменял немножко вот так тоже вот как бы дизайнерскую штуку, но при этом для считываемости важно, потому что скелетоны обычно нечитаемые вообще часы. Да, Тем а тут, более конечно, вечники, да. наше почтение и Vacheron, и Константину, и всей команде Женевской мануфактуры. Heritage года. Ну, уже сложился такой стиль, и в часах это такая тоже популярная тема, так же, как интегрированные часы. Постоянно очень много выпускается Heritage, но каждый год кто делает самый крутой Heritage, это, конечно же, Longines. Мало того, у них даже есть такая коллекция, вот, и я думаю, в данном случае хочется отметить Heritage Classic Tuxedo. Таксидо, да, если это правильно, конечно, читается. Ну, какая разница, как это читается, главное, что это очень круто выглядит. То есть у них, мне, если честно, Longines больше всего как раз нравится коллекция с Heritage. Каждый год в ней что-то выходит такое интересное. Еще были классные вот недавно часы, секторные, так называемые часы. Вот, при этом Longines никуда ни на кого не смотрит, а просто перевыпускает часы из своего музея постепенно, аккуратно. Вот, часы выглядят круто, так же, как эта коллекция. В этой, причем, ну, скажем так, в этой линейке две модели, есть три стрелки. Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon. Это даже не автомобильные часы, это суперавтомобильные часы, да, то есть часы суперкар. На самом деле рубрику мы придумали под часы, потому что нужно было обязательно эти часы, мне кажется, упомянуть в нашей этой премии, в нашем списке 25 самых-самых лучших часов, потому что вот этот вот, конечно, вау-фактор от движения вот этих вот поршней, и все это прозрачно, а еще там есть модель, где вообще корпус сапфировый. Ну, короче, это действительно очень круто. Джейкобу и команде наш привет, поклон. Это да, интересно было бы узнать, кто разрабатывал на самом деле механизм. Я все никак не доберусь до этой модели, покопаться, кто сделал этот мотор. Хочется верить, что будет работать он долго и надежно. То некоторое время назад Джейкоб все-таки ассоциировался больше с камнями. А сейчас у него много часов, где там настолько они сложные, что даже сложнее. Ну, тоже, все эти крутящиеся даже истории. Астрономия, да. Модель, которая как бы выполняется в разных художественно-декоративных ипостасях. Прекрасные часы, я считаю, что одни из самых красивых часов. И все это обновляется там и какие-то автоматоны, и чего только нет. Ограниченное поле реально для художника, который может самореализовываться через эту модель бесконечно. Да, и если кто-то не знает, то Джейкоб на самом деле наш соотечественник, а Яков Арабу, он, по-моему, родился... То ли Казахстан, то ли Таджикистан. Да, то есть наш, советский товарищ вот так вот уехал в Штаты и сделал вот такую крутую карьеру, поэтому ему, конечно, это респект, уважуха.
Интегрированные часы года, ну, такая немножко надуманная, скажем так, номинация. На самом деле, многие часы уже даже, которые мы назвали, стальные, спортивные, интегрированные. То есть, да, такой вот главный тренд вот последних уже там лет. И, конечно же, в этой стилистике очень интересно выступил Чапик. Чапик, коллекция называется Антарктик. Там очень крутые циферблаты, очень интересный браслет. И я думаю, что, может быть, Александр что-то нам скажет про механизм. Чапик — это новый бренд. Франтишек Чапик был поляком, как и Антуан Патек Филипп тот самый. Чапик был первым его компаньоном до того, как уступил свое место, соответственно, Адриану Филиппу. Вот товарищи, которые создали этот бренд, Чапик в 2011 году, нарыли где-то чертеж механизма за авторством Чапика. На его базе, в соавторстве с Жаном Франсуа Мажоном из Хронода, они сделали первый свой механизм. И с тех пор пошло-поехало. То есть это, опять же, камерный бренд, микробренд, работающий только на большом, на высоком ценовом уровне. Вот, ценник у трехстрелочника у этого интегрированного антарктического порядка 20 тысяч. То есть это не дешевые часы. И тот механизм, который стоит сейчас именно конкретно в этой модели, они позиционируют как первый мануфактурный, чисто мануфактурный механизм. То есть это механизм собственной разработки, или они заказывают компоненты у третьих лиц, у поставщиков, смежников, и затем получают их, собирают самолично. То есть это интеллектуальный ноу-хау, чистая собственность Чапика. Вот, могу сказать только, что с обратной стороны эти часы выглядят гораздо интереснее, чем с лица. То есть с лица это классические такие, кому-то даже могут показаться скучными, наверное, часы трехстрелочные, а сзади это прямо очень красивая картина такая, с притонированными мостами связными. Вот, то есть механизмом можно наслаждаться долго. Вот, и браслет хочется отметить, тоже очень интересный браслет, что тоже не часто встречается в микробрендах, потому что браслет — это дорогое удовольствие, и, в принципе, он окупается только при больших тиражах. Да? При тех тиражах, которыми работает Чапик, это, конечно, было большое вложение денег, инвестиций и, в общем-то, Респект им за это. Поэтому 20 тысяч, их ритейл даже кажется, не то что занижен, но могли бы ставить и больше. То есть, в принципе, я бы не удивился, если бы часы стоили дороже. В любом случае, не в убыток себя они работают, конечно, но часы на уровне, они, по моему мнению, они войдут в пантеон культовых часов, там, наравне с тем же Наутилусом, или Лоуком, да. Но единственное, на самом деле, что вот мне в Чапике не совсем нравится, это, если честно, название. То есть, на русский слух звучит оно немного как-то вот, да. То есть не как что-то великое, да? Выкинешь, но такова жизнь. Да. И, в принципе, мне кажется, это, наоборот, даже круто, что на самом деле были там отцы-основатели поляки, а не просто какие-то, не знаю, французы. Не цыгане. Не скучные французы или скучнейшие швейцарцы. И из высокого часового мы ныряем просто в тактическую грязь. Вот, очень много в интернетах любителей всякого там разного тактического, обсуждают оружие. Тоже стало появляться какое-то количество часов, которые заявляются как тактические для, скажем так, работы в поле. Но мы с вами понимаем, что если мы посмотрим различные ролики боевых действий, видео, где участвуют какие-то спецслужбы, какие-то там соревнования, стрельбища, да все что угодно, все равно мы будем видеть, что самые главные часы у них чаще всего это что? Это G-Shock. Конечно. То есть G-Shock, иногда Protect, но в основном это G-Shock. Причем они, я дешево общался с одним, да, они достаточно доступны, они неубиваемые. И то есть, в принципе, весь, грубо говоря, G-Shock, это уже можно выделить как главные милитари часы. Но есть еще две, модели в коллекции Modmaster. Это коллекция с британской армией и с авиацией тоже Великобритании. Вот, классные такие Modmaster, интересная модель. И выглядит интересно, и цветовое решение классное, вот, и там ремешок такой, хаки. Короче, классные часы. Вот, рекомендуем вам, то есть, достаточно доступные, что тоже, опять-таки, плюс. Странные часы года, были, конечно, споры, как это назвать, были разные варианты, как это обозначить, но на самом деле, наверное, лучше всего как раз так вот это и назвать, странные часы года, потому что я увидел эти часы и думаю,
странные часы. Отправил ссылку Александру, говорю: Александр, как тебе часы? Я что-то не понимаю. И он такой говорит: ну какие-то Странные часы. странные часы. Они действительно очень странные. Такое ощущение, что их делали дизайнеры как-то, не знаю, по телефону созваниваясь, да, то есть какой-то в них вот есть что-то, какая-то, не то что недосказанность, но... Мы сейчас про дизайн говорим. Да, то есть мы говорим исключительно про дизайн. Да. Конечно же, по исполнению, по там циферблат, корпус, все это выше всех похвал, и турбион там крутейший. Вообще очень классные часы. Понятно, что там, я не видел их как бы сзади, но уверен, что там просто красота и тоже такой, ну, вотчпорн, всем вотчпорн. Но лицо у этих часов какое-то вот оно такое вот Ну, я явно там вижу фаллические мотивы, конечно, извините меня, да, но в хорошем смысле, опять же, в хорошем смысле, но они по дизайну, что называется, именно по внешнему виду, отличаются сильно от всего коллекционного ряда Пармиджани. Вот. Как бы, чем они руководствовались, почему они это сделали, это другой вопрос, да, но они это сделали. И во многом я уверен, что благодаря вот такому неординарному виду часы как бы станут пользоваться, я думаю, что успехом у коллекционеров, потому что это, опять же, коллекционный экземпляр. Все-таки все равно у нас как бы вот эта вот насмотренность красивых, хороших часов, она такая, что все равно мы видим, когда что-то вот, ну, когда что-то странное, то мы это замечаем. Не бьется, да. И вот не это. можем об этом умолчать. Но они как бы в этой вот своей странности, они как бы и прекрасны, да? То есть как бывает, что что-то вот гениально по своей простоте, гениально по своей сложности, а тут гениально по своей вот какой-то но при этом выглядит законченным произведением. Да, но забыть их невозможно. Да, то есть очень странные часы года. Вообще, вот просто без всяких вопросов. И еще, кстати, цена у них $200 000. Просто чтобы вы как бы понимали, если вдруг вы уже если вы любите странные, то... Но, кстати, для Пармиджани ценник совсем не странный. Для такого уровня часов, хронограф, турбион, 200 000 вообще легко. Могут быть и больше. Золото опять-таки. Метедар. Что такое метедар? То есть это такие изящные художественные техники, высокохудожественная отделка часов и различные ремесла и так далее и тому подобное. Есть великая марка Cartier, которая, как бы, я думаю, абсолютно всем и каждому известна как ювелирная марка, очень многим известна как марка, производящая супер крутые часы, марка, у которой вот мастерская, вот Метедар, каждый год выпускает что-то особенное, то реанимирует какие-то техники, которые какое-то время уже не использовались, или переизобретает что-то, то есть там не просто маркетри, а маркетри из перьев, не просто вот какая-то эмаль, да, а эмаль, совмещенная с чем-то. Потом вот недавно были вот маленькие шарики золотые в жидкости, протекают и выстраиваются в виде такой морды пантеры прямо на циферблате с бриллианта. Были дрожащие бриллианты, как будто бы подвешенные в воздухе. В общем, что только не было. Какие-то потрясающие вообще вещи, которые вроде бы уже были утрачены, никто про них ничего не знал, а Cartier раз и сделали, и это всегда очень круто выглядит. Живьем это выглядит еще круче. В этом году, конечно же, Пантера. Про эти часы известно, что там порядка 100 часов работы, и почти все эти 100 часов именно уделяются вот этому циферблату. То есть там как перегородчатая эмаль, плюс еще трубочки, я так понимаю, что-то такое мурановидное, вот из какие-то вот трубочки, из них тоже маленькие кусочки выкладывается, то есть все это получается очень объемно, очень красиво, и то есть, такое произведение искусства, без всяких этих. Я считаю, что Cartier местами, вот, что касается именно ремесленных техник, очень достойно соперничать с безусловными лидерами, коими, по моему скромному мнению, является, конечно, Patek и Vacheron. Вот, но Cartier очень близко к ним находится, и по части новаторских воспоминаний давно забытого старого, они, может быть, даже иногда и опережают. Cartier экспериментирует охотно и интересно. И, опять-таки, абсолютно в рамках ДНК бренда. Согласен, да. Короче говоря, честь и хвала. Cartier можно все, считаю. Да, Cartier красавчики, наши кошечки, Cartier кошечки.
мы сформулировали эту номинацию как верность себе, хотя, конечно, можно было, там еще было много вариантов, как это сформулировать, но что мы имели в виду? Rolex в этом году. Сначала все ждали премьеры Rolex. Сначала, точнее, все ждали, потом все думали, что их не будет, потом появилась информация, что они будут. В итоге они были, и они как раз продемонстрировали, что даже в тяжелые времена настоящий лидер часового рынка может быть абсолютно верен себе, не прогибаться под клиентом, никак не реагировать на какие-то комментарии, там, не то что блогеров, а даже клиентов, и идти своим путем, как вот много-много уже там десятилетий, делать часы, примерно придерживаясь одной своей стратегии. Но что я хочу сказать по поводу нынешних премьер, что это был, наверное, первый раз за многие годы, когда поклонники марки и вообще любители часового дела угадали с премьерой, то есть они предвидели, что Rolex представит. Обычно каждый год перед Базелем строится масса теорий, масса предположений делается относительно того, что покажет Rolex. Никогда никто не угадывает. А в этом году угадали, потому что по простой причине Submariner коллекция была единственной, которая еще не перешла на новые механизмы третьего поколения. И, соответственно, очевидно было, что в этом году это случится. Единственное, что никто не мог предвидеть, что диаметр корпуса увеличится на миллиметр, потому что, в отличие от той же Daytona, которые мечтают в размере большем, там 42-43 с датой, но про Submariner никогда таких фантазий не было, она была самодостаточной, завершенной коллекцией, в общем, все с удовольствием ее носили и пользовалась она хорошим спросом. Но, тем не менее, Rolex может себе позволить, опять же, все что угодно, поэтому они решили увеличить на 1 мм. Почему они это сделали, не знаю, исключительно из дизайна, потому что новый механизм, он по диаметру идентичен старому, да? 31-му, 32-м такой же по диаметру. Изменились немножко обводы корпуса, чуть-чуть там, да, изменилось крепление на первое звено крепления браслета, который перетекает в корпус, опять же, более интегрированные они стали. Но в целом, Submariner образца 2020 года мало чем отличается, мы видим, там, от Submariner первых серий 50-х годов. То есть мы видим, что преемственность поколения налицо линейки, вот, и в этом, опять же, сила Rolex, что они гнут свою линию, знают, что делают, и будут продолжать это делать, да. Вот. Поэтому, собственно, безусловно, если не Rolex, то кому давать этот приз? Галактический масштаб не просто часов, а галактический масштаб мышления. У кого? Конечно же, у Константина Чайкина. Но скажу так, Чайкину и в этом году, и в прошлом году, и в позапрошлом году всегда есть, скажем так, много причин выдать часовой Оскар, любую часовую награду, и он там и международные награды собирал. Каждый год он выдает что-то такое очень интересно, весь мир ему аплодирует, и причем за год и не раз. Чайкин наше все. Чайкин наше все, Чайкин красавчик, Чайкин молодец, но я думаю, что все видели, конечно же, там его мышиный король, и там вот недавно появился Джокер в виде Санта-Клауса и так далее, но хочется отметить, конечно, модель покоритель Марса, Марс Конкуирер. Маркса. Марса, не Маркс, конечно же, не улицы Маркса, а планеты Марс, покоритель Марса. Мне в голову пришла идея, что мы полетим на Марс прямо вот совсем скоро, и нужно сделать марсианские часы. Марк III, часы, которые действительно показывают, то есть там сразу они показывают и земное время, и марсианское, то есть это технически сложная задача, то есть это такая вот необычная задача, которую, мало кто, скажем так, сдюжит даже из больших брендов, а какие-то обычные скучные швейцарцы сказали бы, и как они говорят, типа, давайте сделаем 3 стрелки, да. И там что-то, и будем их продавать. А да. Чайкину, как человеку русскому, как человеку, чувствующему вот эту реликтовую российскую вот эту вот энергию, он, конечно же, делает невозможное. То есть он говорит, а мы полетим на Марс и будем там смотреть время. Уже, да, человек, он находится в будущем, и ему плевать на какие-то конъюнктурные вещи. То есть я думаю, что он мог бы делать там... Нет, он успевает и конъюнктурные вещи делать, и работать в будущем. Вот в этом гений его. То есть он молодец. И еще и книгу с Кутковым они сделали. Но главное, конечно же, это крутейшие часы.
Дайверские часы, так же как и хронограф с тахиметрической шкалой, не используются для определения времени, используются просто для удовольствия, для души. В них можно плавать, у них всегда есть, конечно же, ряд характеристик, которые позволяют использовать их как часы для отдыха на пляже, но понятно, что Rolex здесь абсолютный лидер. Много компаний, которые производят дайверы, которые так или иначе все равно похожи на него. То есть Rolex не просто сам зарабатывает, он еще и вообще создает всю индустрию. И в какой-то момент как-то Rolex стал больше и больше внимания уделять марке Tudor. Марка Tudor — это не коллекция Rolex, это отдельный бренд со своими мануфактурными механизмами, со своими технологиями, но это в рамках группы Rolex. Получается, что ты покупаешь, скажем так, качество Rolex, да? Безусловно. В данном случае, конечно, хочется отметить Black Bay 58 Navy Blue, то есть такой очень красивый синий дайвер, 39 мм, удобный такой размер, можно носить хоть с пиджаком, с костюмом, можно со спортивным, можно со строгим, с чем угодно. Мануфактурный механизм, сертификат КОСК. Кстати, очень цена такая приятная, 280 тысяч рублей за качество Rolex, я считаю, это очень даже вполне себе хорошо. Можно немножко сказать про ремни НАТО, да, к которым отношение предубежденное у многих поклонников часового искусства. Тем не менее, Tudor является брендом, который, собственно, начал где-то лет 10 назад популяризировать именно эту тему натовских ремней тканевых. И у них не просто натовские ремни, они подписали договор о сотрудничестве с одной французской компанией, если я не ошибаюсь, называется она Julien Ford. Они работают по старинке, ткут эти ремни, то есть они делают какие-то интересные вещи всякие для гвардейцев Ватикана, для Шанель, для Луны и так далее. То есть они работают на высокую моду, но для Tudor они делают ремни вот эти, причем они их шьют реально на станках 19 века. Да? Один станок делает в час, что ли, 6 ремней всего. Такая работа штучная. И если посмотреть на ценник, очень недорогие, кроме того, они красивые. И для определенных моделей очень даже хорошо подходят. Что по поводу механизма? Насколько механизм в Black Bay отличается от, например, Submariner? Я слышал такое мнение от знатоков, от людей, которые глубоко в часовой механике, что механизмы Tudor, они находятся в промежутке между ETA и Rolex. Я не очень согласен с этим, потому что те же механизмы ETA — это надежные тракторы, которые проверены временем, десятилетиями, да, и я думаю, что их уровень не ниже ролексовских механизмов. Они просто по-другому, у них конструкция другая, другие материалы, другие принципы какие-то в работе. Я думаю, что Tudor, опять же, на том же уровне находится, потому что все эти мануфактурные калибры, они делались с помощью, естественно, инженеров Rolex. Они, собственно, это не скрывают. Поэтому это прекрасные механизмы со своим, у них стандарт точности, если я не ошибаюсь, тюдоровский минус 2 плюс 4 секунды, дельта 6. То есть он выше, чем косковский. Они официально каскируют их, но при этом у них свой стандарт тюдоровский есть, минус 2 плюс 4. Прекрасные часы, рекомендуем. Кто же стал самым-самым в этом году? Кто представил самые классные часы? Кто сделал часы, которые нас возбудили в этом году больше всего? Кто самый крутой, кто самый красавчик? Но давайте мы его не назовем, а мы ему позвоним и скажем лично. Эдуард, we have two news for you. Bad one and good one. Bad one is we already named 24 best watches of 2020. None of them was yours. And it's bad news. And the good one is that 25th, the best one, the best of the best, creme de la creme of 2020 is, of course, Streamliner Flyback Chronograph. Automatic Funky Blue. Our respect and congratulations. Bravo! Bravo! Hey, hi everyone. Thank you so much for giving us the prize of the Watch of the Year 2020 with the Chronograph Streamliner. It's a pleasure, it's an honor. I look forward to seeing you all in Moscow very soon, whenever we can travel again. In the meantime, take care. Мы подошли к самому главному. Самые-самые лучшие часы 2020 года. Непростого. Но, итак, объявляем их. Та-дам!
Moser Streamliner Flyback хронограф Automatic Flanky Blue. Что такое Moser? Что такое Streamliner? То есть Streamliner — это новый хронограф. Поезд изначально. Можно ли изобрести вообще хронограф, не знаю, вот в 21 веке? То есть кажется, уже все изобретено, уже все было, что не появляется, все сразу всем на что-то похоже и так далее. Здесь получается, то есть такие новые часы, ну, лично для меня ни на что не похожие, то есть у кого-то, наверное, какие-то есть фантазии, но, по-моему, такие самобытные абсолютно часы, плюс они вот с этой вот, со всеми этими фишками Мозера, с этим прекрасным циферблатом с градиентом, отличный механизм, браслет это тоже изобрели, то есть не было, по-моему, такого браслета. Не было, это новый для Мозера браслет. Крутой, удобный, классный браслет, вот, причем с серым циферблатом часы получили гран-при, вот, хотя плевать нам на гран-при, но все равно такой факт, я думаю, что... Не гран-при, а в категории они выиграли. Ну, в категории, по-моему, хронограф года. Вот. И уже после этого они выпустили еще часы с голубым Funky Blue циферблатом, который, мне кажется, выглядит гораздо круче серого. И то есть это их такая тоже фишка, что вот мы не стали как бы выпускать голубой сразу циферблат, а покажем сначала серый, посмотрим, что он там соберет, не соберет. А голубой, типа, понятно, что и так будет очень крутой. Цена там порядка 40 тысяч франков, автомат, вот, то есть он просто не виден, на самом деле это все равно автоматические часы, хронограф. Я в восторге и вот хочу скорее обнять Эдуарда Милана и вручить ему наш приз. Ну, пару дополнений сделал. Во-первых, Мозер, это, как мы можем гордиться, это российская компания, которая была в Петербурге, в Санкт-Петербурге основана швейцарцами. Есть здесь чем гордиться. Российские корни у нее есть и навсегда останутся. Вот. А во-вторых, касаемо механизма, это механизм ателье Аженор Жана-Марка Видерехта. Он использовался в коллекциях на Фаберже и Singer Reimagine. Более того, Singer получил в прошлом, по-моему, году тоже премию на ГПХГ за эти часы. Вот. Но что отличает мозеровский хронограф? Хронограф с центральными стрелками, без дополнительных накопителей. Вот. Что отличает мозеровский механизм, это то, что это впервые этот механизм получил дополнение расширения флайбэк. То есть в предыдущих версиях не было флайбэка, а здесь флайбэк удобнее гораздо. Первый такой в мире флайбэк хронограф с центральным расположением стрелок. А Мозер, друзья, очень круто. Не знаю, надо, может быть, нам отправиться вообще к ним, да, с нашим, как только откроются границы, откроемся в Шафхаузен, чтобы лично им вручить. Василиса, подожди, что ты делаешь? У нас же часовое здание. Ура! Друзья, подождите, не расходимся. Мы хотим вам подарить вот эти крутейшие G-Shock с 8-гранником на безеле. Все, как вы любите. Понятно, зачем вы это сравниваете. Вот. Хотя, ну, на мой вкус, это неправильное сравнение, но все поняли. Потом еще есть тут у нас рядом молескины, ручки, флешки и много-много всего. Вот. Условия участия простые. Если вдруг вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, какие вам часы 2020 года больше всего понравились. Можете из тех, что мы назвали, может быть, у вас какие-то свои варианты. То есть, в принципе, были еще достойные часы, но просто они в чем-то уступили нашим вариантам, по нашему мнению. По вашему, может быть, нет. И нам очень интересно узнать, что вам больше всего понравилось. Подписывайтесь, пишите комментарии, потом мы в прямом эфире разыграем все эти призы. Вот. Если какие-то нам комментарии покажутся очень-очень красноречивыми, то я думаю, тоже их отдельно премируем. Может быть, это вообще из отдельного фонда. Так что мы щедры на подарки, вот, поэтому с наступающим, если уже наступил, то с наступившим. Прекрасного года, спасибо за просмотр, всем пока.